Странный Эл Янкович не сильно-то популярный человек в наших кругах, но нельзя этого сказать про другой мир, а именно про Америку. Он был одним из первых людей, кто смог пародировать звезд тех времен. Одна из самых популярных пародий — это «Eat It» на Майкла Джексона, «Amish Paradise» на Кулио и его «Рай гангстеров», Мадонну и многих других звезд. Но в этом ролике мы не будем затрагивать его песни, мы больше сосредоточимся на его фильмах. Если хотите узнать про его песни, про его музыку, то переходите по подсказке или в описании. Nice. Фильмов у него, про него, насчитывается 3 штуки. За всю свою жизнь, а ему сейчас 63 года, он сделал очень много всего. Начиная от книг и заканчивая озвучкой фильмов и мультфильмов. И совсем недавно вышел фильм о нем, байопик о странном Эл Янковиче. Аккордеон у кого-нибудь есть? История странного Эла Янковича. О становлении в того, кем он является сейчас. Это фильм, пародия на очень большое количество различных фильмов про музыкантов. Ну, это я что-то погнал, давайте начнем с самого начала. Okay, let's go. Первый фильм про Элла вышел очень давно и не особо кому нужен был. Да и сейчас, наверное, также. В 1985 году Странный Эл появляется в своем фильме, псевдодокументальном фильме, где сходу появляется пародия на Джимми Хендрикса, где на сцене происходит какая-то дичь, но более выкрученная. Нам показывают, что Эл — это суперзвезда, он недосягаем. Его вообще невозможно с ним увидеться, невозможно с ним подружиться, там, сфотографироваться и так далее. Дальше нам показывают его учителей, его работодателей и всех тех, кто был с ним знаком еще в детстве. Рассказывают какие-то невероятные истории о том, какой он был крутой уже в самом детстве. Понятно, что это ироничный стёб над самим собой, однако мне кажется, что это очень устаревший фильм. Вот прям никак не цепляет он для того, чтобы ты смотрел прям с каким-то невероятным воодушевлением. And Griselda's caught in these new sequins. You know, the little blue one you love so much. Yeah, I know. Listen, we'll take care of it. В общем, нам показывают его становление, как он подписывает контракты с лейблом, как он находит группу, музыкантов, к чему приводят его пародии, так сказать, итог. Изначально фильм был задуман для того, чтобы просто впихнуть песни Янковича, клипы Янковича, так сказать, расширить аудиторию, кругозор, ну, порадовать и фанатов. Ничего выдающегося в этом фильме нету. Мне понравилась лишь одна сцена. Это когда он пришел к Майклу Джексону, чтобы попросить одобрения на использование его песни. И все, больше ничего. Погнали дальше. Следующий фильм будет намного интереснее, и его не пришлось ждать очень долго, так как он вышел в 1989 году, 4 года спустя. Чудной Эл Янкович в фильме «УВЧ». На этот раз фильм стал более продуманным. Здесь хорошо прописаны шутки, хорошо прописаны персонажи, актеры, хорошо прописаны локации, где это все будет происходить. И сходу нас встречает пародия на Индиану Джонса, которая показывает нам, каков будет градус юмора. Тут также появится и пародия на Рэмбо с очень классными и веселыми сценами. Основной сюжет заключается в том, что странному Элу Янковичу, он играет главного героя,
попадает в руки телестудия под номером 62, чтобы он там руководил. Он и рад как раз-таки заняться этим. Но проблема заключается в том, что студия на грани банкротства. И Янковичу нужно что-то невероятное, какую-то классную телепередачу, или лучше сразу много телепередач, какие-то классные, мощные ведущие, чтобы поднять рейтинги, заработать денег. В теории это кажется все просто и легко, но на самом деле получается трэш. Знаете, много раз, когда мои ученики впервые... Что? Можете поверить. Плюс ко всему добавляется еще один конфликт с самым мощным телеканалом в городе. И кажется, что проблемы только копятся и становится все больше и больше, и выхода нет. Скоро рассвет. Но тут появляется уборщик по фамилии Спадовский. Он совершенно случайно попадает на трансляцию детского шоу, где у него отлично получается радовать детей, так и взрослых. И кажется, что все наладилось, все пойдет сейчас в гору, все будет улучшаться, и можно набрать хорошие рейтинги. Иногда нам показывают действительно забавные шоу, которые транслируются на канале. Например, шоу «Колесо рыбы». Там участники выигрывают рыбу, равную их весу. Сегодня один из этих счастливчиков получит рыбу, равную его весу, на... колесе рыбы. Или «Дикое царство Рауля». Это шоу про животных. Там странный мексиканец рассказывает забавные вещи про животных. Как по мне, это очень веселая, классная сцена. Еще немногие знают, что черепаха – природная присоска. Смотрите. Видели? Прилип. Также появилась классная реклама Конана Библиотекаря. Если читать на английском «варвар» и «библиотекарь», то получится «barbarian» и «librarian». Секунда английского. Позже нам добавляется самый мощный конфликт, который мог только произойти. Есть такой дядюшка Билчик, да, который как раз и владеет телеканалом, который он отдал Странному Янковичу. Так вот, он проиграл в ставках на лошадях. И теперь ему нужно выплатить $75 тысяч какому-то клишированному злодею. Он мне напоминает доктора Клоу из «Инспектора Гаджета». И есть у нас два варианта. Это отдать студию, то есть продать ее, либо собрать деньги на телеканале через прямые трансляции. И Янкович решает сделать второй вариант. И как вы думаете, у них получится это? Конечно, получится. Вот по всем канонам, последнюю минуту, в последнюю секундочку даже. Мы это сделали. Станция наша. По итогу фильм произвел приятное, теплое ощущение комедийного фильма вот тех времен 80-х, 90-х. Также озвучка создала какой-то приятный вайб ностальгии. Но есть и пару говняных моментов. Это затянутость самого фильма и актерская игра Странного Эла. Я бы назвал ее, да, действительно странной. Знаете, когда я только получила эту работу, мне сказали, что это временно. В свое время фильм очень сильно провалился в прокате, никому не нужен был. А со временем он вышел на VHS, кассетах и даже приобрел статус культовости. Ну и, наконец, мы переходим к самому классному и самому интересному фильму из всех. Это мощнейшая пародия на все байопики, которые только существуют. Тут есть и ирония, и драма, и фантастика. Полный набор со всеми дополнениями и отсылками. Короче, все начинается с детства Элла. И нам показывают, какой отец тиран и не дает своему сыну вообще продохнуть никакой свободы. Тот, в свою очередь, то есть маленький Эл Янкович, хочет петь, хочет писать музыку. Я бы, может, и вытащил его, но уже потерял одну руку. Проклятой машине. И поможет ему в этом аккордеон, купленный мамой втайне от отца. Дальше мы смотрим, что Янкович подрос, и его приглашают на полька-вечеринку. На полька-вечеринку, да, со всем присущим.
песнями, танцами. Это очень забавная сцена, она мне очень зашла, и кажется, что как будто они там не полькой занимаются, а чем-то незаконным. Проходит еще какое-то количество лет, и теперь Эл живет вместе со своими друзьями в одной квартире. Кстати, Элла играет здесь Гарри Поттер, точнее, Дэниел Рэдклифф, да, заложник своей роли. Тут также и появляется и Эл Янкович в роли одного из братьев Скотти. Такая компания действительно существовала, она называлась «Студия звукозаписи братьев Скотти». Да, они действительно в свое время записывали Эла Янковича. Тупой, бесполезный паразит. И ты такой урод. Ладно, нелепая прическа. А я не забыл сказать, что это частично вымысел? Ладно, сейчас скажу, и тогда поехали дальше. Также здесь появляется доктор Дементо, реально существующий радиоведущий, который, так сказать, дал дорогу Янковичу в индустрию, был его менеджером, продвигал его, знакомил с разными знаменитостями. Чуть позже Элла снова приглашают на вечеринку, и мы видим просто огромное количество музыкантов и икон 80-х. Я тут нарыл некоторых людей, сейчас я вам перечислю. Тут появляются ребята из группы Дева в красных странных шляпах. Элтон Джон в представлении не нуждается, я думаю. Пи Ви Герман, вымышленный персонаж из фильма «Приключения Пи Ви Германа». Тини Тим, его песни вы слышали в мультфильме про Спанч Боба. Энди Уорхол, создатель поп-арта. Сальвадор Дали, опять же, думаю, все знают, кто это такой. Также появляется Эльвира, повелительница тьмы. Возможно, солист группы System of a Down. Отличная сцена для внимательных зрителей. Позже происходит такой моментик. Янкович случайно съедает гуакамоле с ЛСД. Это гуакамоле странное. Ну, конечно, я зарядил его ЛСД. Что? Нет. Ты должен открыть сердце и свой разум. И у него рождается новая, оригинальная песня под названием Eat It. Абсолютно новая. Не спародированная ни песня, ни музыка. Ну, так сказано в фильме. Вот, послушайте сами и поймете, что это его настоящая оригинальная композиция. Эл получил деньги, получил славу. Теперь все хотят, чтобы он их пародировал. Потому что это дает свой, такой, как в фильме его говорят, толчок Янковича. Что когда он делает свою пародию на них, они получают дополнительные продажи на своих песнях, на альбомах. И все хотят этого. И этого хочет Мадонна. Она всеми средствами пытается как-то уговорить, уломать его написать пародию на ее песню Like a Virgin. И частично ей это удается. Позже мы видим, как ее похищают, и Янкович спешит ее спасать. А похитил ее Пабло Эскобар. Как по мне, это очень дурацкая сцена. Я так понял, просто нужно было растянуть хронометраж, и это была дурацкая затея. Но я это все равно спускаю на тормоза, потому что весь фильм по себе сделан достаточно клево. Дальше по сюжету мы видим то, что Янкович приходит домой и узнает много нового об отце, все понимает, и как раз таки из-за того, что там открываются некоторые секретики, мы узнаем и видим, что у них налаживаются отношения. Дальше спойлер. В конце он Wake up! Wake up! Wake up! приходит на премию, получает свою награду, и его убивает киллер, которого наняла Мадонна. Надеюсь, ничего не испортил. Уебан. Подытожим. Все фильмы попали в свое время, и первый фильм мне вообще не понравился, но могу сказать то, что до него никто такого не делал. Вот это клево. Второй фильм — это крепкая комедия своего времени. Местами интересная, местами смешная и ламповая. Последний фильм — это шикарная, простая, выдуманная история, которая даст фанатам то, чего они ждали 30 лет. Ну и наберет новых ребят. Ну а мы заканчиваем на этом. И спасибо, что досмотрели до самого конца. Подписывайтесь на канал, Инстаграм, Телеграм. У меня куча всего, там везде интересно. И пока. И лайк не забудьте поставить.